С вами Андрей. Сегодня я хотел бы рассказать про поедание украшений, собственно, для чего это нужно и как это сделать. Если вкратце, в двух словах, поедание украшения производится путем того, что вы превращаетесь в металлоядного, либо в желатиновый куб, то есть то существо, которое может съесть, будь то кольцо, либо амулет. Вот, но это, по крайней мере, в двух словах. А теперь более подробно. Собственно, поедание украшений. Поедание украшений – это способ обрести внутренние качества, передаваемые через ношение колец и амулетов. Чтобы съесть кольцо, начало превратиться в существо, которое способно съесть материалы или кольца. Ну, о чем я только что и сказал. Это, грубо говоря, вкратце. Материал кольца зависит от случайного вида и всегда будет рандомный. То есть, например, в одной игре, например, вы смогли съесть, например, зелье грубо говоря, кольцо сопротивления холоду у вас присутствует, и вы его, например, съели. В одной игре, а в следующей игре у вас не получится, потому что материал, из которого он состоит, оно уже не поддается еде. Вот. Не все кольца съедобны, поэтому набор колец, который можно съесть, варьируется от игры к игре. Ну вот о чем, собственно, и речь. И не всегда полезные кольца можно, то есть, например, некоторые кольца не есть, а получить резист, например, путем поедания трупов существ. Все амулеты сделаны из железа, поэтому они съедобны металлоядными, особенно каменными кротами, ржавыми монстрами и ксорнами. Ну, собственно, это существа, в которых вы будете превращаться для того, чтобы съесть кольца либо амулеты, если они сделаны из металла. Соединение колец имеет один из шансов из трех передать его силы пожирателю, в том как употребление амулетов имеет только один из 5 шанс передать его силы. Если свойство предоставлено, вы получите следующее сообщение: магия, расположенная по вашему телу, когда вы перевариваете амулет-кольцо, в отличие от традиционного сообщения о внутреннем усилении. Магия распространяется по вашему телу. Я также покажу английскую версию этого сообщения, чтобы вы... Потому что у нас как-никак NetHack на английском, поэтому я покажу и английскую версию этого сообщения. Вот, собственно, в кавычках магия, spell. True you body as you digest treasuring и амулет. Собственно, именно это сообщение вы, скорее всего, и получите при поедании кольца, если вам его свойство передалось. Собственно, возвращаемся к тому, с чего начали. Также я потом вам расскажу про кольцо, ну, не про кольцо, а про квест в артефактуриста. Вкратце. Потому что информации там не так много, поэтому про поедание украшений она более ценная информация, чем квест артефактурист. Вот. Поедание других предметов только дает питание. Ну, собственно, я думаю, понятно. То есть, если у вас высветилось сообщение, когда вы съели амулет или кольцо, о том, что ваша магия встанет по всему телу, когда вы перевариваете амулет или кольцо, то тогда, значит, вы свойства получили. Если сообщения нет, вы просто получили сытость. Артефакты считаются базовыми предметами потребления в пищу. Это означает, что вы можете случайно съесть своего оружия или квестовый артефакт, и оно будет потеряно навсегда. Главное не съесть квестовый артефакт, который нужен для прохождения игры, иначе вы можете игру начинать заново. Собственно, и какие съедобные кольца вообще бывают в целом? Они могут быть сделаны из железа, искривленной, сталь, проволока,
обручение, обручальное кольцо, скорее всего, блестящее кольцо. Это материал железа, и его ест металлоядное. Также могут быть бронза, латунь, медь, серебро, золото. Это металлоядные существа, не ограничивающиеся склонным к ржавчине металлом, каменный крот, ксорном. Ну, проще всего, конечно, вот именно в двух последних превращаться, чтобы не заморачиваться. Чтобы съесть древесину, деревянное кольцо, нужно желатиновый кубик. Что касаемо остальных колец, их съесть не получится. Это такие материалы, как гранит, глина, коралл, лунный камень, опал, черный оникс, собственно, и так далее. Сейчас у меня следующая будет страничка. Вот, черный оникс, агат, топаз, сафир, рубин, изумруд, тигровый глаз, жемчуг, слоновая кость. Они все считаются несъедобными, то есть если вам попало какое-то кольцо, которое вы хотели получить внутреннее сопротивление с него, но на этот тип вы, скорее всего, съесть не сможете. Исключение есть, только они сделаны из металла. Собственно, что они, кольца, вам дают? Какие именно? При поедании, если его вообще можно есть, в вашем случае, потому что в каждый раз кольца будут разные. Например, в одном, вот, например, возьмем первое кольцо украшения, которое здесь представлено. Оно может быть, например, сделано из металла, а в следующей игре, например, сделано в той же кости, которое невозможно съесть. Тем самым вы не сможете получить характеристику, например, той же харизмы, там, докапа, грубо говоря. Да, собственно, поедание колец дает вам характеристики, о чем я, собственно, говорил. Колец и украшений. И по не украшения, а амулетов. Они все в целом считаются украшениями, а конкретно есть подразделение на кольца и амулеты. Амулеты, они, получается, все сделаны из металла. То есть их все есть можно без особых проблем, но, опять же, не все нужно есть. А вот по кольцам они все разные бывают, и они респамятся разных типов. Поэтому там не всегда понятно, что именно есть. Собственно, кольцо украшения увеличивает вашу харизму до максимума. А кольцо раздражения начинает раздражать монстров. Самое бесполезное кольцо, не рекомендуется есть. Сопротивление холода дает холодостойкость, вот о чем я, собственно, и говорил. Кольцо конфликта дает конфликт и голод. Голод, получается, вы просто будете сильнее голодать. Кольцо огнестойкости, сопротивление к огню, свобода действий, сопротивление к сну. Сомнительное кольцо, нет смысла есть. Кольцо свободы действия. Почему? Потому что так называемый free action. Потому что оно эффективнее, когда оно на вас надето. Потому что сопротивление ко сну можно получить и по-другому. Например, тех же, убивая, если вы не эльф, убивая эльфов и поедая их. Если, конечно, у вас есть то есть вы, скажем так, не пацифист, не вегетарианец. Потому что пацифист, он может в любом случае всех убить, но так он должен использовать палочки для этого. Но факт остается фактом. Либо вы не поедаете чисто жидкую пищу. Собственно, вегетарианец по принципу похожи. Кольцо выгоды конституции. Собственно, увеличение конституции до капа. Кольцо обретения силы до капа. Кольцо голода, голод. Это ежу понятно. Кольцо повышения точности, максимальная точность, повышение точности. Кольцо увеличения урона, увеличение урона. Кольцо невидимости дает невидимость, невидимость можно получить и по-другому, но, конечно, если вы хотите, то можете и так ее получить. Кольцо левитации дает левитацию на большое количество ходов. Поэтому левитацию есть не стоит, она в этом вопросе сомнительно, ее лучше использовать отдельно, то есть как в виде кольца. У вас, я понимаю, что всего лишь, грубо говоря, 2 пальца доступные для колец на 2 разных руках, но все же
грубо говоря, одно свобода действия, вторая, например, та же левитация. Но левитация, она не всегда нужна, поэтому свобода действия нужна на большей степени, постоянно. Сопротивление к яду, его лучше съесть, да, он дает внутренний резист к яду. Резист к яду очень нужен, иначе вы просто погибнете от случайного ядовитого монстра, который вас будет атаковать. Кольцо полиморфа вас заполиморфит, тем самым вы превратитесь в существо рандомное. И это очень плохо, потому что вы, скорее всего, обратно не сможете вернуться. Ну, наверное, исключение, если только вы погибнете. Ваш персонаж погибнет, вы потеряете 1 очко выносливости и вернетесь в свою прежнюю форму. Кольцо управления полиморфом, контроль полиморфа. Вот это самое нужное кольцо, которое обязательно стоит есть, чтобы контроль полиморфа был на вас постоянный. Собственно, защитное кольцо – это увеличение вашей защиты. Кольцо защиты от изменения формы. Защита от изменения формы сомнительная. Почему? Потому что у вас есть контроль, поэтому вам нет смысла. Кольцо регенерации дает регенерацию и голод. Ну, собственно, регенерация, она просто усиливает чувство голода при одевании. Тем самым регенерация нужная вещь, она в любом случае. Но единственное, конечно, она дающая чувство голода, но ее можно нивелировать медленным пищеварением. Кольцо поиска дает поиск, но поиск обязателен для прохождения, поэтому если он будет, грубо говоря, у вас автоматически, то есть в виде вашей внутренней характеристики, для вас это еще лучше будет. Кольцо видения невидимого, нужное кольцо, максимально эффективное, поэтому его в любом случае стоит есть, если вы по-другому не получили, например, как внутреннее свойство отдельно. Например, вы заиграете за монаха, другой класс. Либо при выпивании поушена 2 уровня на видение невидимого благословленной версии. Собственно, удар о прочность — это у нас электричество, то есть сопротивление к электричеству. Кольцо медленного пищеварения. Собственно, тут написано несъедобно, я сейчас так и до конца не понял. Что это? Факт в том, что вы, скорее всего, просто не сможете его съесть. Скрытность дает скрытность, но скрытность можно и так получить путем одевания эльфийского снаряжения, такие как ботинки и плащ. Управление телепортом. Собственно, кольцо управления телепортом поддерживает способности, это нет эффекта. Собственно, то есть, если вы его съедите, ничего не произойдет, грубо говоря. Телепортация дает вам телепорт постоянно, и вы будете постоянно телепортироваться, если вы случайно съедите это кольцо. Кольцо предупреждения дает предупреждение. Предупреждение — хорошее умение, оно помогает вам видеть мобов заранее, что очень полезно. Собственно, также присутствует поедание амулетов. Поедание амулетов — это, собственно, что оно вам может дать. Поедание амулетов переменно. Это вам даст изменение пола. То есть вы, например, начали мужским полом, закончили, грубо говоря, женским. Сомнительное удовольствие, не рекомендуется. Амулеты экстрасенсорики. Обрести телепатию. Хорошая вещь, обретение телепатии, если у вас нет возможности, например, летающего глаза убить и съесть его мясной труп, но вы можете съесть, грубо говоря, амулет экстрасенсорики, что будет для вас крайне полезно. Амулет спасения жизни. Собственно, нет эффекта, если вы его съедите. Одышка. Сложно сказать, что такое одышка, когда вы будете съедать амулет магического дыхания, но его есть, по сути, не стоит, потому что он
крайне эффективен. Амулет отражения нет эффекта, но внутреннее отражение, видимо, получить никак не получится, что очень плохо. Исключение есть, конечно, например, есть существо, которое имеет внутреннее отражение, как, например, серебряный дракон, либо его детеныш. Либо вы будете владеть снаряжением, которое дает вам отражение. Амулет спокойного сна – обрести спокойный сон. Собственно, нарколепсия, так называемая, она ужасная, не рекомендуется. Есть амулет спокойного сна, как и амулет удушения, потому что вы немедленно задохнетесь, то есть вы, скорее всего, погибнете. Амулет неизменности. Амулет неизменности, его есть также не стоит, потому что вы не сможете полиморфироваться, что очень важно для самой игры, поэтому лучше его не есть. Амулет сопротивления к ядам. Для сопротивления к ядам, как вариант, можно съесть, если у вас есть такая возможность. Пластиковая имитация эндора, амулета и сам амулет, их есть нельзя. Они несъедобные считаются. Собственно, в более поздних версиях переваривание колец защиты, увеличение урона и повышение точности дает уменьшающуюся отдачу, если у вас уже есть высокий внутренний бонус от этого. В частности, если переваривание колец доставит вас выше плюс 9, бонус уменьшится до случайного числа от единицы до n. У вас плюс 19 или больше, у вас есть n-1 шанс получить одно дополнительное очко. В противном случае вы ничего не получите. При плюс 39 и выше переваривание колец не оказывает никакого эффекта. В старых версиях, так из-за ошибки исправленной версии 6.3.6.2, съедание колец при ношении другого кольца того же типа может фактически уменьшить его внутренний бонус. Большая часть этих свойств может происходить не только из колец, но и употребление в пищу все равно может оказаться полезным. Например, они предоставляют пацифический способ получения сопротивлений или безопасный способ получить контроль над телепортацией без риска телепорта от Тенгу. Как я понял, Тенгу, не Тенгу телепортирует скорее квантовый механик, но факт в том, что от него, насколько я знаю, нельзя получить. Телепортацию можно получить от Тенгу, но вот квантовый механик вас постоянно будет телепортировать по уровню, как только с вами будет взаимодействовать, если у вас нет контроля, либо сопротивления к магии. По крайней мере, при сопротивлении к магии вам хотя бы дадут возможность посопротивляться. А если у вас нет его, или контроля над телепортацией, то вас будут просто швырять как по всему уровню. Примечательно, что поедание колец является единственным источником внутреннего конфликта. Внутренний конфликт, это поедание кольца конфликта, то есть все мобы вокруг вас будут друг к другу агрессивны, вне зависимости от того, как они изначально находились. Очень полезно, если вам нужно убить большую толпу монстров. Регенерации, голода, полиморфа, контроль полиморфа, защита от изменения формы, повышенного урона, повышенной точности. Что могу сказать? Повышенная точность и урон, я думаю, понятно, что нужно и для боя. Защита от изменения формы, защита сомнительная. Она скорее как амулет одевается. Контроль полиморф очень нужная способность, ее рекомендуется съедать, как только у вас появилась возможность. Сам полиморф есть и стоит во втором, то есть вы сначала съели контроль полиморфа, получили защиту контроля полиморфа, а только потом вы уже едите кольцо
полиморфа. Не в другой последовательности, именно в этой. Кольцо голода есть не стоит, кольцо регенерации есть стоит, потому что она, даже если она вам даст голод, который там был указан до этого, мы прочитали, но все равно он будет в любом случае лучше, чем регенерация вещь стоящая. Что касаемо конфликт, он тоже хорошая вещь, потому что на высоком уровне вам будет все равно на всяких торговцев, неторговцев, на священников и так далее. Вам на них просто будет на высокой колокольне. Но лучше, конечно, конфликт попридержать и не есть его. И лучше одевать само кольцо. Более того, встроенный поиск и предупреждение являются только определенными ролями по определенным уровням опыта, а скрытность трудно получить как встроенную. Так как точности кольца могут дать ее любому игроку. Ну, одним словом, скрытность можно получить встроенную. Она не у всех, правда, персонажей идет, но факт с фактом, что ее можно получить встроенную. Как и предупреждение и поиск. Собственно, не у всех персонажей она идет, опять же, но ее можно получить, если это необходимо. Но лучше, конечно, проще. Потому что это, в любом случае, встроенный поиск — это очень важно. Предупреждение вам спасет жизнь неоднократно. А что касаемо скрытности, ну, спорный момент, но будить монстров, если они спят, тоже сомнительное удовольствие. Особенно если вы через сон играете, через контроль сном, то очень важно их не будить. Однако некоторые из этих способностей имеют свои недостатки. Регенерации, конфликты, помимо своих полезных, повышают уровень голода. Голод, конечно, просто делают это без всякой пользы. Эти эффекты являются накопительными. Голод, поедание, количество регенерации или конфликта является частью самого эффекта регенерации или конфликта, поэтому гремлин не может его отдельно устранить. Гремлин у вас может забрать ваше внутреннее свойство. Насколько я знаю, не часто, но при атаке есть небольшой шанс, что он это сделает. Полиморфит не является желательным свойством даже для персонажей с контролем полиморфов. Каждый полиморфит по-прежнему имеет 20% шанс превратить вас в вашу собственную расу, и в том случае вы можете пройти случайную перетасовку характеристик. Но опять же, тут видите, тут даже если у вас есть контроль, вам все равно говорят, что не стоит его использовать соло. Но опять же, спорный момент. То есть, как бы, грубо говоря, полубогом вы вряд ли сможете стать. Единственный амулет, который вообще полезно есть, это амулет магического дыхания. Все остальные либо не дают никакого эффекта, либо свойства, которые их получить иным способом, либо свойства, которые совершенно вредно. Видимо, одышка — это и есть магическое дыхание, которое вы сможете получить по амулетам. По крайней мере, как я понял. Платные кольца, ну, что называется, собственно, платными кольцами? Платные кольца — это те кольца, которые, ну, так называемые украшения, сила, ловкость. То есть то, что урон, точность, то, что повышает ваши характеристики. Обычно вам нужно съесть много амулетов и колец, чтобы получить какой-то конкретный атрибут. Если вы ограничены способами полиморфирования, важно иметь под рукой дубликаты, чтобы вы могли съесть их все, прежде чем вернуться в свою нормальную форму. Если не считать полипайлингом, вряд ли у вас будет их достаточно, чтобы почти всегда получить
встроенный для амулетов. Ну, в общем и целом, когда вы начинаете их есть, там же шанс всего 1/3, то есть шанс того, что вы просто съедите, например, кольцо или амулет, и вам не дадут внутренних характеристик. Поэтому лучше иметь большое количество так называемых дубликаты. Собственно, здесь это указано. Также таблицы присутствуют. Собственно, чем больше вы съедите колец, тем больше шанс того, что вы получите внутреннее свойство. А с одного, конечно, там шанс вообще минимальный. 33%, это прям смешно. А с амулетов вообще 20%. То есть вы сами все видите. То есть это, грубо говоря, вы хотите получить одно свойство, ну, грубо говоря, сопротивление к холоду. Ну, понятно, что его можно по-другому получить, но все же. Вот, вам нужно сколько съесть колец, чтобы, как вам, как говорится, зарандомит. Если вам повезет, вам тогда высветится сообщение о том, что ваша энергия, как говорится, стала лучше. А если нет, то вам просто не повезло, и вы, как говорится, проиграли. Платные кольца. Если вы пытаетесь получить высокий внутренний бонус к попаданию урону АЭС, вам, очевидно, захочется съесть кольца как можно более заряженные. Однако о зарядке вручную думать не стоит. Если у вас нет пластиковой карты, собственно, которая есть только у туриста, платиновая карта Dorian Express или нескольких запасных маркеров, даже в этом случае вам необходимо сбалансировать увеличенный заряд с риском взрыва. Притом и по этой причине зарядка выше +3 обычно является пустой тратой. Даже благословленный свиток даст вам кольцо со средним зарядом 5, что составляет 4/7 от времени ничего больше. Поэтому ожидаемая плата составляет 20 деленное на 7, что меньше 3, с которой вы начали. Непроклятое взимание платы за проезд еще хуже. Сложно сказать, что я только что прочитал, но факт в том, что, как я понял, по крайней мере, чем ниже у вас зачарованные кольца, тем лучше, потому что и там будет шанс взрыва, а если будет шанс взрыва, соответственно, вы просто потеряете элементарное кольцо. Зачарование колец до +2 всегда увеличит ожидаемый заряд, однако из того, что работает их переваривание, вам следует избежать того, что у вас есть доступ только к непроклятой зарядке, если вы не турист. И у вас уже идет внутренний бонус +8 или выше на том уровне кольца. +2 дает только 1,5 бонусов среднего, и +3 дают +2, а 2 со звездочкой 5 деленное на 7 меньше 1,5. Аналогично при +19 и выше +2 кольца дают 0,5, а +3 дают 0,67, а зарядка без проклятия также нежелательна. Благословенная зарядка +2, однако, всегда хороша. Очевидно, вы хотите в первую очередь зачаровать кольца +0 и кольца +1, если ваш бонус будет уже +19, поскольку они вообще не способствуют вашему бонусу при переваривании. Отмените отрицательно заряженные кольца вместо того, чтобы пытаться их зачаровать. Сложно сказать, я не знаю, что за отмена кольц. Скорее всего, это через палочку это отмены, то есть это получается обнуление колец через палочку отмены, если она у вас вообще присутствует, но она в большинстве случаев должна будет уйти у вас. Ну, это просто человек подсказал, экономия зарядов свитков. Двигаемся, собственно, дальше.
Сумма защиты или бонуса к урону и точности, который вы можете получить таким образом, ограничена только количеством колец в игре, при условии, что они имеют съедобный внешний вид. Что очень важно, потому что не все кольца можно будет съесть. И от игры к игре они будут всегда рандомные. То есть, например, в одной игре вы можете, например, съесть, не знаю, сопротивление к холоду, к огню, а в следующей игре вы не сможете, например, к холоду, к огню съесть, а сможете, например, только к электричеству съесть. То есть они от игры к игре они всегда рандомные будут. Однако эти атрибуты хранятся в подписанном символе, поэтому вы не хотите, что у вас общий бонус, включая тип оружия, брони и чары, уровень навыка, надетые кольца и так далее, превышал плюс 127, иначе он станет отрицательным. Сложно сказать, где этот бонус смотреть, потому что... Но в любом случае там пара-тройка колец погоду не сделает, а если, конечно, вы больше будете разгоняться, то это уже... Опять же, собственно, смотрим дальше. Это, собственно, еще раз я показываю текст, который вам напишут, когда вы удачно съедите амулет либо кольцо, если оно будет съедобное. Вам покажут, что ваша внутренняя энергия вошла в ваше тело. Если... Вот, собственно. И вкратце я пробегусь также по карте туриста. Так, буквально пара. Почему? Потому что она, ну, скажем так, имеет непосредственное свойство к зарядке, потому что, ну, она как бы дает эту зарядку, и вам будет она необходима для того, чтобы, ну, с ней, конечно, в общем и целом проще будет вам взаимодействовать, если она у вас есть. Важно, чтобы вы желательно были нейтральным персонажем. Собственно, платиновая карта, это считается артефактным предметом туриста, но любой другой персонаж ее может носить, если он сможет пережить ее взрыв. То есть желательно быть нейтральным персонажем, чтобы как поменять мировоззрение. У меня есть ролик по мировоззрению. Вот, если необходимо, можете посмотреть. Если вкратце по ролику, там могут помочь, собственно, единороги, алтарь и шапка. Это прямо вкратце противоположное мировоззрение. Вот, поэтому более подробно там вам в ролике уже все расскажут, где, что, откуда взять. Платиновая карта, собственно, является туристическим квестом-артефактом. Это приз за выполнение туристического квеста. Он нейтрален для исполнения желаний. Его базовый тип элемента — кредитная карта. Ну, имеется в виду внешний вид. Платиновая карта Эндерианского экспресса — единственный квест-артефакт, который не имеет формы X из Y. Сложно сказать, что это такое, но... Скорее всего, если вы его положите на... Как вам объяснить? На карту, то вы его не сможете обнаружить по координатам. То есть вы, если его положили, то вы его не найдете. По крайней мере, как я понял. Для туристов карта, будем говорить, платиновая, всегда охраняется мастером воров и помещается на его клетку в самой северо-западной комнате уровня туристического квеста. Если артефакт остается в кайле костей, обнаруженным туристом, он всегда будет заменен его обычным базовым предметом. То есть, грубо говоря, найти вы туристическую карту не сможете. Ее только пожелать можно. По желанию у меня есть отдельный ролик. Если необходимо, можете посмотреть. Вам нужно будет ее прописать, эту карту, и тогда вы ее сможете получить. Но опять же, вам желательно быть нейтральным персонажем, потому что вы просто не сможете взаимодействовать с ней.
Приношение карта платиновая дает сопротивление к монете телепатию половину урона от заклинаний. Призыв карты, то есть заклинание инвок, через решетку оно прописывается, может заряжать объекты, такие как свитки зарядки, с различными эффектами в зависимости от ее красоты. Тут непонятно написано, но факт в том, что, грубо говоря, переводя на русский язык, это многоразовый свиток зарядки, но с кулдауном около 300-400 ходов. То есть у вас есть обычный свиток зарядки, есть, вот, грубо говоря, вот эта карта платиновая. А что касаемо мощности заряда, с которого она заряжает, то есть если вы турист, она заряжает благословленным. Если вы не турист, она заряжает неблагословленным свитком, как неблагословленным свитком, как зарядки. То есть, не знаю даже, как вам это объяснить, чтобы вы поняли. Факт в том, что только у туриста преимущество в благословленной зарядке, а у всех остальных будет она неблагословленная. Даже если вы ее благословите, она все равно будет неблагословленная. По крайней мере, так пишут в Википедии по NetHack. Возможно, что-то от версии к версии изменится. В данный момент информация актуальна для версии 3.6. Вот, собственно. Туристы могут использовать благословленную платиновую карту Эндерианского экспресс, чтобы заряжать предметы так же, как и благословленный свиток зарядки, в то время как артефакт заряжается только как непроклятый свиток зарядки для нетуристов. Вот, собственно, о чем я только что сказал. Он для всех, кроме туристов, это непроклятый свиток зарядки. А непроклятый свиток зарядки это, грубо говоря, слабовато. То есть она заряжает всегда во много раз слабее, поэтому лучше использовать именно благословленную версию. Либо просто не использовать эту карту от слова совсем. Либо использовать, но для тех предметов, которые, скажем так, не критично. Например, та же сумка трюков, тот же набор консервирования, тот же рог изобилия и так далее. Либо та же, например, лампа света. То есть, если она у вас сломалась, грубо говоря, вы ее зарядили и пошли дальше. В отличие от свитка, карта не имеет особого эффекта, если ее вызвать, когда вы находитесь в замешательстве. Чтобы вызвать замешательство, вам нужно, в большинстве случаев безопасно, по крайней мере, это прочитать заклинание, успешно прочитать заклинание, которое вы уже забыли. То есть у вас надпись будет что-то типа по-английски «Жон» написано, «Гон», вот эти вот 4 буквы, так называемые, под вашим заклинанием. Если оно будет присутствовать, и вы сможете прочитать его, вам будет достаточно магии. Желательно для этого использовать заклинания первого уровня. Они как раз по 5 единиц маны требуют, а все последующие плюс 5 идут. Соответственно, второй 10, третий 15 и так далее. Также замешательство можно получить от поедания требухи, так называемый трип-рацион, также от яиц, особенно если они будут в проклятой версии. Также замешательство можно получить от зелья конфузии, оно присутствует, если не ошибаюсь, 3-го уровня в прайс-идентификации по ценам, и от зелья Бозе, так называемое опьянение, его можно получить. В общем, как-то так. По замешательству я рассказал. Карта, грубо говоря, платиновая, считается одним из лучших артефактов в игре благодаря своему уникальному призыву.
невероятно легкому весу и ценным свойствам, что делает ее заманчивым и довольно распространенным артефактом, желаемым нейтральными игроками. Будьте уверены, что вы сможете пережить ее следующий артефактный взрыв. И желаю, чтобы он был пожаробезопасным. Ну да, пожаробезопасным, конечно, это... Ну, она будет взрываться, она наносит много урона, но если у вас есть сопротивление к магии, у вас больше шансов пережить взрыв и много хп при этом. Ну, около сотни примерно. Но опять же, когда вы ее получите, у вас должно быть много хп. Потому что желание на начале в игре, конечно, это крайне редко в самом начале. Прям скорее исключение из правил. Платиновая карта — это мощное подспорье для различных целей, такие как возделывание алтаря с помощью мешка, трюков, палочки для создания монстров. Палочки для создания монстров имеют свойство взрываться, особенно если вы их часто будете перезаряжать. Палочки также можно перезаряжать этой картой. Не конкретно создание монстров, а вообще все палочки. Но единственная проблема в том, что палочки имеют свойство взрываться, поэтому не все палочки рекомендуется очень много раз перезаряжать. Максимум 1-2 раза и все. И лучше отложить в сторону, чтобы избежать взрыва. Лучше вообще один раз, потому что один раз вы, как говорится, отстрелялись палочкой, один раз ее перезарядили, и все, и вам хватит. Или сборка определенных видов оружия или магических инструментов. Игроки часто едят украшения. По украшениям я отдельно говорил только что, по еде украшений. Собственно, для чего это нужно? Чтобы получить внутренние свойства этого украшения. Будь то урон, точность, сила, выносливость, ловкость и так далее. Либо там какой-то резист, например, дыхание. То есть чтобы вы без проблем ели. Ну, собственно, и не, как говорится, потом ваш персонаж, правда, болевать будет, но факт в том, что он сможет безопасно съесть при максимальной сытости и не умереть при этом, что очень важно. Иногда переедать это, что очень, очень плохо. Карта используется для зарядки любых применяемых колец. Ну, собственно, о чем я только что говорил до этого момента. Про еду украшений, которые именно заряжаются, у которых есть значение нолик, либо будь то минусовое, либо плюсовое. Кольца заряжаются примерно до... Ну, плюс 5, я думаю, нормально будет, а можете и чуть больше подзарядить. Но, чтобы съесть, вам плюс 3 достаточно будет, плюс 2. Собственно, финальная часть этого туристной карты. Туристы, завершающие квест, особенно в хорошем положении, поскольку мастеру воров не хватает каких-либо сопротивлений, кроме забивания камнями и магического сопротивления от поднятия карты, что делает их одним из самых простых врагов, которого легче всего победить. Туристы, как победить мастера воров, его можно, если он не поднял вашу карту, соответственно, у него нет сопротивления к магии, значит, его можно просто забить любым магическим спеллом, либо законтролить. Например, контроль ко сну. Кинуть на него сон и просто забить его. Туристы также получают максимальную отдачу от артефакта и могут использовать благословленную зарядку от призыва карты. Призыв карты осуществляется командой Invoke. Через решетку она прописывается. Чтобы эффективно перезарядить свою палочку желаний или магический маркер. Да, присутствует такая палочка желаний. У палочки желаний всего лишь одна перезарядка идет. То есть, грубо говоря, сначала нулевой заряд палочки, то есть вы истратили все желания около 5. Обычно бывает 5-4. Потом перезарядили ее. У вас получилось, сначала идет число 0,5, грубо говоря, будем считать так.
А потом вы перезарядили, у вас, грубо говоря, 1.5 стало, если вам повезло. И вот вы, получается, столько уже у вас желаний. Пожелать можно, опять же, по желаниям есть отдельное видео. Пожелать можно, ну, практически все, что угодно, но в разумных пределах. То есть квесты, артефакты желать у вас, скорее всего, не получится, но не все, по крайней мере, как вам объяснить? Квесты, артефакты желать можно, но не свой артефакт желать нельзя. Почему? Потому что вы не сможете его, вам его просто не дадут. Также амулет Эндора нельзя пожелать, ну и есть определенный список того, чего нельзя желать. Я подробнее про желание говорил в отдельном ролике. Останавливаться на этом не будем. Собственно, эффективно передать палочку желания магические маркеры. Магические маркеры нужны для написания на свитках, чистых свитках, любых так называемых заклинаний, чтобы сделать эти чистые свитки свитками заклинаний. Например, сделать свиток перезарядки, свиток, там, не знаю, зачарования брони, оружия и так далее, геноцида. Одни из самых основных свитков. Там, где для любой другой роли потребуется благословленный свиток зарядки. Ну, собственно, о чем и идет речь. Для туристов эта карта, благословленная карта, она идет как благословленный свиток зарядки. Для других она идет как непроклятый свиток зарядки. Но непроклятым свитком зарядки, ну, скажем так, сомнительно заряжать, но опять же, не все предметы. То есть в большинстве случаев, если вы сможете пережить взрыв артефакта, то вы нейтральный персонаж, то вам рекомендуется ее брать, потому что это элементарно перезаряжает ваше снаряжение, что очень полезно. Артефакт также дает больше пробега от различных жезлов и некоторых, кажется, повышающих характеристики. Ну, это понятно. Почему? Потому что он, грубо говоря, повышает... То есть вы, грубо говоря, израсходовали ваш жезл. С помощью этой карты вы бафнули жезл опять. Снова, грубо говоря. И можете его использовать. Но опять же, у жезла имеет свойство взрываться, поэтому их постоянно перезаряжать не получится. Например, у той же палочки желаний у него всего лишь одна перезарядка. То есть одну вы, как говорится, прокастовали в ноль, и у вас еще одна перезарядка, и все, и больше желаний у вас не будет. А также практически артефакт дает больше побега от различных жезлов и инструментов без использования свитков и магических маркеров. Ну, по маркерам я сказал, по свиткам сказал. Свитки имеется в виду свитки зарядки. Это делает непроклятую зарядку и взрывы артефактов выгодными для нетуристов гораздо чаще, чем нет. И можно сэкономить много места в инвентаре для игрока, заботящегося о своем весе. В общем и целом, как я только что сказал, эффективная карта, она как для туристов, она вообще крайне эффективна. А для нетуристов она также может быть эффективной, ее единственное нужно будет пожелать. То есть вам нужно будет все прописать, английскую версию вот этой платиновой карты Endorian Express. Вам нужно будет прописать ее по-английски, когда у вас спросят желание, например, тот же водяной демон, либо когда вы джин появится, и он у вас спросит желание. Чтобы вызвать водяного демона, вам нужно побить из фонтана. Но будьте готовы с ним драться, потому что он не всегда будет к вам дружелюбный с желанием. По желаниям отдельный ролик, поэтому не буду останавливаться особо сильно. Учитывая все перечисленные преимущества, платиновая карта — это роскошь для нейтральных туристов, хоть и отличная. Они должны отдавать приоритет желаниям, которые повышают выживаемость, где это возможно. Хотя удачливые игроки, особенно те, которые получают раннее желание, могут
могут, у вас есть запасное желание. Да, написаны, конечно, через одно место, но все-таки. Которые при желании могут потратить на карту. Любая роль, использующая карту, должна иметь другие источники магического сопротивления и телепатии, доступные вместе с картой. Волшебник Эндора может украсть ее вместе с вашей атакой, нацеленной на амулет. Если он это сделает, с ним станет гораздо труднее справиться, поэтому обычно это хорошая идея собрать в поздней игре на пути к восхождению. Чтобы бить волшебника Эндора, если у него сопротивление к магии, просто используйте его палочку смерти, потому что это будет крайне эффективный способ просто убить. Но если он уже поймал, то вам придется откровенно с ним долго плясать, но факт в том, что вы можете его усыпить, потому что сон это не считается магией, то есть сопротивлением к магии он не подавляется. Если у него сопротивление ко сну, то вы просто можете его запихнуть в сон. На большинство мобов это работает. Подробнее по каждому врагу стоит посмотреть в NetHack Wiki. Игра с нейтральным поведением открывает несколько других соображений по использованию платиновой карты. Endorian Express карт. Для игроков с неграмотным поведением платиновая карта является единственным доступным способом зарядки, особенно для различных жезлов, таких как жезл смерти и жезл желаний. Но вообще она считается палочкой желаний, но не суть. Собственно, тут указано, что можно также перезаряжать рог, получается, изобилия, который будет давать вам еду и поушены. Также тут указано, что можно перезаряжать палочки ваши при пацифистском поведении. Вы же играете, вы не будете махать оружием, соответственно, вы можете зачаровывать палочки огня, палочки электричества, палочки телепортации для спасения и палочки, так называемые, получается, как она называется? Грубо говоря, арбуфат, так называемый, юзать кристальный шар для поиска предметов. А также тут указано... я понял. Это собственно, получается, последняя надпись указывает для того, что вы можете улучшать украшения и потом их есть, если вы играете чисто нудистом, тем самым повышая свой армор класс. Вот. Также, возможно, кому-то будет интересно, есть английская версия всего этого текста, о котором я говорил. Сейчас я вам ее предоставлю. Собственно, вот английская версия этого текста. Быстро ее пролистаю, чтобы кому интересно могли остановить на паузе, посмотреть ее. Английская версия окончания, собственно, про палочки смерти, про рог изобилия, про палочки при пацифистском поведении, так называемое, при нудистском поведении, палочки что, собственно, для чего она используется. Опять же, это английская версия. Вот. По сути, это то, что я хотел вам сказать. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.